Друзья, я думал много раз о Родине, о нашей с вами жизни, о том, как наша самая великая страна вновь оказалась на пороге тирании. Друзья, я должен вам открыть секрет зловещей тайны Конституции. В том государстве у народа права нет, где есть в законе основном противоречия, которые должны мы устранить, не прибегая к новой революции. Во имя справедливости, добра, любви я посвящаю вам свои стихи. Вселенная нам подарила мир. Мы склонны думать, что ее создал Всевышний. Но сколько нам еще потребуется сил, чтобы понять, что на Земле есть разум человека высший? Не может высший разум охватить все пространство бесконечность, где времени начала нет, а существует его вечность, где верх отсутствует и низ, где нет ни права и нет лева, и только человек определяет свою высь, и только человек определяет стороны света. Закон природы – падать вниз. Наука объяснила тайну эту. Без гравитации не может быть устроен мир, и в этом никакой загадки нету. В любую сторону, от любых планет, повсюду будет бесконечность, где времени начала нет, а существует его вечность. И в этом жизни вечности закон, и в этом вечность мироощущения, каким бы долгим ни был он период до рождения, вмиг превратит его закон вне время мироощущения. Поэтому и смерти нет, а есть перерождение, которое мгновением пройдет без времени ощущения. Ведь смерть есть пауза в пути обетования, где время атомы должны найти, код индивида нашего сознания. Согласно эволюции души, которая идет до бесконечности, мы от зиготы все произошли. Но будем ли мы снова жить при человечности, когда мы вновь получим плоть? Вот только где наш будет род? Ведь квантовое поле не умрет, куда его энергия пойдет? Где есть вода и кислород, где сера, углерод, азот, там жизни новый будет род из нуклеиновых кислот. Подобное подобному идет. Хорошее к хорошему пойдет, плохое поле к злому примыкает. Не может добрый творить зло, а злой добра не понимает. Так и душа, она туда идет, где комфортнее бывает. Поэтому и воздается все, кому добро, а кому зло. И по-другому не бывает. В нас существуют миллиарды всех продуктов жизни. И лишь тогда сознание придет, когда зигота образует плод, и новый организм один из двух произойдет. Как много жизнь энергии дает. Энергия души не пропадет. Энергию сознания притянет вновь к своим родителям любовь. Ведь мы родимся и умрем, и это будет продолжаться в вечности, и, несомненно, к выводу придем. Не можем мы не жить до бесконечности, поэтому мы и сейчас живем, и будем мир свой ощущать до бесконечности, и не заметим после смерти те года, которые мгновенно канут в вечности, а жизнь мы будем ощущать всегда. Но будем ли мы снова жить при человечности, которую утратить можно навсегда в ракетно-ядерной беспечности? Вселенную нельзя убить, Вселенную нельзя построить, а в ней всего лишь можно быть на любое существо похожим. Мы есть Вселенная, которой не могло не быть. Мы есть Вселенная, и все вокруг, кем можем быть. Мы неразрывны с миром этим, и то, как в жизни мы живем сегодня, называясь человеком, мы кем угодно можем быть потом. В природе нравственности нет. Есть голод, холод, страх, убийство, пожары и землетрясения. И голод убивает всех, кто сильным служит пищей для спасения. Убей или умри, закон действительности данной. И трудно разум здесь найти в создании природы первозданной. В природе нравственности нет. Идет борьба за выживание. И только человек способен разумом создать законы мирного существования. Ведь без закона человек есть разновидность зверя. Каким бы ни был его век, он человек и в справедливость должен верить. 3 миллиона лет от роду человечества. Век термоядерных ракет нам нужно разумом понять, как сохранить земле Отечество. Когда же мы поймем,
как угрожает нам война, откуда рост берет агрессия. Чтобы понять, необходима миссия одна: из Конституции всех убрать противоречия. Без этого не состоится праздник права торжества, а будет параномия. В противоречии любая конституция мертва. Война всегда идет от беззакония. Преступно, подло и ужасно. Чудовищный обман непросвещенных масс. Ведь люди Конституции не читают, но принимают все, что предлагают, не понимая, какие могут быть последствия от параномии для нас. Так, принимая Конституцию страны, за правое государство голосуя, народ обманут царством тьмы и принимает уложение царя и скрытый манифест войны. При параномии правители живут, ликуя, а люди гибнут в войнах страшно, не ведая, что выход есть. Быть может, прозвучит банально, но людям надо Конституцию прочесть, а в Конституции понять всю правду важно, как дважды два запомнить до конца, что Конституцию проверить очень важно, чтоб не было в противоречии в законах никогда. Непросвещенность – главная для человечества беда. Непросвещенность – параномия. Авторитарность и война – вот линия основы беззакония, где прекращаются свободы и нарушаются права, а в жизни у людей сплошная непогода, бесправие, всеобщая тюрьма, война и нищета. Все люди на земле – народ, и человек старается продлить свой род. Народ не будет воевать, пока диктатор не прикажет убивать. Ведь людям войны не нужны. Кому нужны убийства и увечья? Мы жить хотим, мы не хотим войны, мы не хотим быть искалечены. Подумать только, сколько миллионов жизней на поле боя унесла война. Не кто-нибудь. Авторитарность власти виновата, что заставляла возвеличивать себя. Поэтому должны мы понимать, что происходят войны от обмана, чтобы народ не мог на власть влиять. В законах применяются изъяны. Чтобы народ пришел за Конституцию голосовать, всем обещают правое государство. Противоречия в закон вставляют так, чтобы возвести себя диктатором на царство. И этим узурпируется власть. А массы имеют пустые карманы. Свои карманы набивает власть, а в конституциях кишат изъяны. Народ не может повлиять на власть. Ему противоречие в законе основном мешает. Противоречие к авторитарности приводит власть. В противоречии законы никогда не действуют и произволу власти не мешают. Когда вся власть в одних руках, прокуратура, суды, правительство, сенат и дума, то неизбежна диктатура, ибо сменяемость правителя отсутствует всегда. Какого бы большого правитель не был бы ума, диктатору в большой стране всегда нужна война. Диктатору нужны великие завоевания. Не будет жизнь диктатора полна без императорского звания. Диктаторы есть самые большие кровопийцы. Великими не могут быть убийцы. Велик народ, который может понимать, как на планете равноправие создать. Как учит нас история всегда, причина агрессивности давно для всех ясна. Непросвещенность – главная для человечества беда. Из-за нее всегда идет война. Людей необходимо просвещать. Всемирный комитет создать и находить в законах основных противоречий. Тогда не нужно будет обуздать всем миром одного агрессора. Чтобы избавить от войны народа навсегда, остановить репрессии, убийства и увечья, нам нужно правило ввести тогда, закон запрета на противоречие. Иначе будет власть в одних руках. Для прав людей наступит крах. Парламент не дадут весь людям избирать, чтобы в назначенной от власти исполнительной палате генпрокурора и высших судей утверждать, по сути, не в законодательном, а в исполнительном сенате. Изображая разделение властей,
Основы строя, грубо нарушая, одна в другую власть вторгается теперь. Но избиратель этого не знает. Какими могут быть сенаторы, которых назначают и увольняют губернаторы? Такое подчинение законодателей в холопов превращает избирателей. Трагедия непросвещенных масс. Комедия, где происходит фарс. В театре одного актера, гаранта бутафории и профанации закона. Так подчиняется гаранту всех противоречий власть. Суды, прокуратура через свой незаконно рожденный сенат. И Дума уже не может необходимый обществу закон принять, пока гарант противоречий не позволит закон Сенату утверждать. Когда гарант стоит выше суда, суду оправдывать нельзя. Какие могут быть гарантии, когда погоны выше мантии? В противоречии основам строя преступно подменяется народа воля, голосовавшего за демократию в стране. Без демократии тяжелой будет его доля в бесправии прожить или погибнуть на войне. Когда нарушен перевесами баланс, то все решать правитель будет сам. Для демократии в стране не будет шанса, а будут шансы все обогатиться, изображая демократию в стране, над нищетой народа поглумиться, приватизируя госсобственность через своих людей-держателей себе, а виноватой сделать демократию, которой не было и нет в обманутой стране, пока народ не прочитает Конституцию и не найдет преступных положений, противоречий в ней. Но чтобы главное противоречие понять, народ имеет право знать, что только он единственный источник власти, и только он имеет право в республике парламент избирать. Тогда прокуратура за властью будет надзирать, и равноправие людей суды не будут нарушать. Самостоятельность прокуратуры и суда вернет народу все права. При равноправии народ начнет на власть влиять. Парламент не позволит войны начинать и проводить внутри страны репрессии. Необходимо эру просвещения начать, чтобы не было в законах основных мест произволу и агрессии. А то живем, как в средние века, когда считалось, что планета плоскую была, когда Земля на 3 китах лежала и находилась в центре бытия, и все вокруг себя вращала. И так от века и до века власть заставляла раболепствовать всегда и, прикрываясь Богом, унижала человека, перед людьми не отвечая никогда. Всегда считала власть себя от Бога. Инакомыслие наказывалось строго. При этом власть не пощадила даже Бога, казнила самого Христа от имени народа, чтоб мир запомнил навсегда. Умнее власти быть нельзя. И посылала воевать на территорию соседнего народа, чтобы власть свою войной и страхом укреплять. Жизнь хрупкая, и страх присутствует всегда, и на войне без веры никуда. Остался жить, знать, вера помогла, и люди молятся, чтобы продлить свои года. За пап, за мам и за детей, за близких для себя людей. Когда молитва остается без ответа, и 9 миллионов гибнет маленьких детей, из года в год не может их спасти планета, пока не будет равноправия на ней. Диктаторам плевать, что гибнут дети. Пока народ не может повлиять на власть, диктаторам важнее военно-полицейские бюджеты. Но медицина, к сожалению, не может ждать. Апологеты правового государства Жан-Жак Руссо, Вольтер, Джон Лок и Монтескье нам доказали многократно, только система разделения властей нам может обеспечить демократические государства, которые не будут воевать за мировое царство, а будет равноправие людей, мир, дружба, процветание и братство. Где нет баланса разделения властей, там существует правоворовство и казнократство, системная коррупция, родство и кумовство, госмонополия, бесправие, война и рабство. Со временем народ сумел понять,
и разрубить Гордиев узел авторитарной власти на планете на части, которые необходимо избирать, чтобы не было пожизненных правителей на свете. А в сроках пребывания у власти необходимо слово исключить подряд, иначе лидер не уйдет от власти. Лишь временно поставит холопа караульного местоблюстителем в наряд у трона своего до новых выборов опять, чтоб те же сроки для себя поднять и все необходимые решения под именем другим местоблюстителем принять к моменту юридического возвращения. Все конституции необходимо проверять и дать публичную оценку документу на лживость, бутафорность и сверять. Декоративность не должна быть инструментом. И чтобы не смела одна власть другие власти под себя поднимать, как бы для блага своего Отечества, необходимо в конституциях убрать противоречия основам строя человечества. В основах принципы изложены добра, морали, нравственности, гуманизма, где справедливость – главная черта, а человеколюбие – фундамент нашей жизни. Необходимо всем республикам создать систему сдержек и противовесов так, чтобы в мире больше не было убийственных атак и никогда не повторялся ни знания, ни просвещенный мрак. Баланс властей, контроль взаимный, подотчетность позволит исключить в законности неточность и высшей ценностью для всех людей отныне станет равновесие властей. Идея всякой нации одна. Планете не нужна война. Мир, дружба, процветание людей не могут быть без равновесия самостоятельных властей. При равновесии ответственность появится у власти всей. Авторитарная есть власть не наша. Одним дворцы и многопалубные яхты, другим бесправие, война и нищие зарплаты. Поэтому должны мы понимать, какая конституция, такая власть. Какая власть, такая жизнь. Пора усвоить эту мысль, что равновесие властей есть верховенство права. Не будет жизнь счастливой людей без справедливого устава. Чтобы справедливость стала неизбежной, народ земли необходимо просвещать. Авторитарность на земле должна исчезнуть, а верховенство права побеждать. Тогда не будут государства воевать, драконотворчество придется прекращать. Поднимется качество жизни людей в великой природе вселенских вещей. Закон безмерности пространства в том, одно всегда находится в другом. И сущность жизни нашей в нем. Мы в вечной бесконечности живем. Вселенная наш общий дом. Не может ничего не быть нигде. Пространство есть всегда, везде. Наполнено оно материей или нет, в нем будет магнетизм, энергия и свет. Мы нескончаемость Вселенной, и жить нам вечно суждено. А чтобы оставаться человеком, мы на земле должны творить добро. Не умирает время никогда, и не убьют Вселенную года. Вокруг всего есть нескончаемость ее. Вселенная охватывает все. Осмыслить невозможно в мире все. Но верю я, что человек поймет однажды, что каждое на свете существо с рождения заслуживает счастья.